Привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. И сегодня на обзоре у нас вот такое письмо. Это, друзья, подарок. Письмо пришло из Германии от моего подписчика Юрия. Юрий сам из Эстонии, и несколько лет назад он переехал в Германию, и теперь он живет и работает там. Что ж, давайте вскроем это письмо и посмотрим на банкноты, которые выслал мне Юрий. Вот так аккуратно вскроем конверт. Так вот упаковано. Банкноты в прозрачном холдере. Здесь 3 банкноты, и сейчас мы по порядку всех их посмотрим. Итак, первая банкнота. Это Гаити, 5 гуртов, 1985 год. Небольшая справка. Гаити – государство в западной части одноименного острова и на ряде прибрежных островов. Восточную часть острова занимает Доминиканская республика. Столица Гаити – Порт-о-Пренс. Республика Гаити завоевала независимость от Франции в 1804 году в ходе успешной гаитянской революции и стала вторым после США независимым государством в Америке и первой в мире республикой во главе с неграми. Это единственное независимое государство в Америке, где преобладает французский язык, и одно из двух, наряду с Канадой, где он является государственным. Гаити – одна из самых бедных и нестабильных стран мира, самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов. Денежная единица Гаити – гурт, делится на 100 сантимов. По курсу на март 2021 года за $1 США давали 80 гурдов. Слово «гурт» происходит от испанского выражения «peso gordo», то есть тяжелый песо. Так испанцы называли деньги, чеканившиеся для хождения в колониях по всей Вест-Индии. Банкноты Банка Республики Гаити, выпущенные в период 1980 по 1985 годы, печатались с портретом Франсуа Дювалье, гаитянского врача, государственного деятеля, диктатора, бессменного президента Гаити с 1957 года до своей смерти. Дювалье родился в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, в семье учителя и журналиста. Выучившись на врача, он отправился работать в деревню, потом обслуживал военную миссию США и стажировался в Мичиганском университете. В 1939 году будущий глава государства женился на медсестре Симоне Овиде. Она родила ему 3 дочерей и сына, которому впоследствии также предстояло оставить кровавый след в истории страны. В 1956 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента, а в 1957 путем организации беспорядков, интриг и убийств 22 октября 1957 года Дювалье вступил на пост президента Гаити. Он правил 26 лет до самой смерти и был признан одним из наиболее жестоких и эксцентричных диктаторов западного полушария. Дювалье подражал духам вуду и строил политику на основе собственных суеверий. Как бывший министр здравоохранения превратил в кошмар жизнь целой страны. Беспощадный диктатор опустошил казну, подверг пыткам и казнил более 50 тысяч человек. При нем процветала работорговля и продажа детей. Держать местное население в страхе ему помогали обряды вуду. Он объявил себя колдуном вуду, чтобы держать Гаити в страхе. Когда Соединенные Штаты отказались предоставить Гаити финансовую помощь, Дювалье истыкал иголками фигуру Джона Кеннеди всего за несколько дней до убийства президента в Техасе. Поэтому среди гаитян ходили слухи, что именно он причастен к убийству Кеннеди. Зная, что гаитяне любят придумывать прозвища своим президентам, Дювалье прозвал себя «Папа Дог». При нем появился новый национальный флаг с цветами, соответствующими вудуистской символике.
Банкнота 5 гурдов 1985 года принадлежит серии 1984-85 годов. Это второй недатированный выпуск Банка Республики Гаити, выпущенный в соответствии с законом от 17 августа 1979 года. Его также называют выпуском разных типографий. В этом выпуске было выпущено 5 номиналов: 1, 2, 5, 10 и 25 гурдов. Номиналы 1 и 2 гурда были напечатаны в типографии Томас де Лару, Англия, Лондон. Номиналы 5 и 25 гурдов в типографии Гейзике и Девриент, Мюнхен, Германия. 10 гурдов в American Banknote Company, США, Нью-Йорк. Лицевые стороны банкнот в основном портретные. Оборотные стороны содержат изображение герба и номинала. На лицевой стороне банкноты 1 гурт изображен портрет Франсуа Дювалье. На лицевой стороне банкноты 2 гурта цитадель Ла Фарьер, также известная как крепость Анри Кристофа. Лицевая сторона номиналов 5, 10 и 25 содержит портрет Жан-Клода Дювалье, сына Франсуа Дювалье. Жан-Клод Дювалье, также известный как Baby Dog, был президентом Гаити 15 лет, с 1971 года, когда неожиданно скончался его отец, Папа Дог, по 1986 год. На момент принятия президентства ему было всего 19 лет, что сделало его самым молодым президентом в мире. Политический режим при Дювалье-младшем сделался более либеральным, но он также продолжал грабить государственную казну. Самопровозглашенный пожизненный президент Гаити Жан-Клод Дювалье, свергнутый в 1986 году, скончался в Порто-Пренсе в возрасте 63 года от сердечного приступа. Итак, рассмотрим банкноту. Гаити 5 гуртов, 1985 год. Лицевая сторона. Слева портрет Жан-Клода Дювалье с обрамляющей надписью внизу. В переводе Жан-Клод Дювалье, пожизненный президент. В центре крупное изображение номинала цифрой и прописью. Сверху расположена надпись «Банк Республики Гаити» на французском языке в 2 строки. Серийный номер расположен слева и справа от изображения номинала. Ниже расположена надпись мелким текстом на французском языке, которая гласит: «Эта банкнота, выпущенная в соответствии с Конституцией Республики Гаити, подлежит оплате на предъявителя в законной валюте Соединенных Штатов Америки по курсу 5 гуртов за $1». Ниже расположены подписи слева направо губернатора, заместителя губернатора и генерального директора банка. По углам банкноты обозначение номинала. Банкнота напечатана в типографии Гейзике и Девриент, Мюнхен, Германия, о чем свидетельствует надпись в центральной части лицевой стороны банкноты. Водяной знак – портрет Жан-Клода Дювалье. Имеется сплошная защитная нить. Оборотная сторона. В центре в узорчатом круге изображен национальный герб Республики Гаити. Над гербом расположена надпись «Банк Республики Гаити» на французском языке в 2 строки. Под гербом крупным текстом обозначение номинала. Еще ниже надпись мелким текстом, которая гласит, что эта банкнота, выпущенная Банком Гаити в соответствии со статьей 174 Конституции и в соответствии с законом от 17 августа 1979 года, статья 2, пункт 9, подлежит оплате на предъявителя в официальной валюте США по курсу 5 гурдов за $1. Под надписью обозначение принтера, типография Гейзике и Девриент. В правой части банкноты в большом фигурном поле овальной формы крупное обозначение номинала в большой гелешной розетке. В левой части такое же поле, но пустое, для водяного знака. Размер банкноты 162 на 68 мм. Рассмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Лицевая сторона. Светится центральная часть, узорчатая сетка между портретом и обозначением номинала и треугольная надпись «Жан-Клод Дювалье, пожизненный президент» на французском языке. Также светятся волокна в центральной части и подсвечена розетка в правой нижней части с обозначением номинала. Оборотная сторона. Светится герб Гаити в центре и цифры номинала по углам банкноты. Банкнота нечастая,
Средняя цена на такую банкноту в России – 2000 рублей. Это был обзор на первую банкноту, которую подарил мне Юрий. Обзор на следующие банкноты вы увидите в следующем выпуске. А я на этом заканчиваю. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем большое спасибо за просмотр. Всем здоровья, добра и хороших пополнений.